Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю один из самых вкусных шоколадных тортов. Это торт трюфельный. Торт нежнейший на вкус, буквально тающий во рту. Готовится из самых простых и доступных продуктов. В итоге получается кулинарный шедевр, без преувеличения. С очень нежным шоколадным кремом, с шифоновым шоколадным бисквитом и с нежнейшим, тающим во рту шоколадным ганашем. И сначала приготовим шифоновый шоколадный бисквит. Я разделила 6 яиц на белки и желтки и приготовим сухие ингредиенты. 180 грамм муки, 40 грамм какао и 10 грамм разрыхлителя. Я смешиваю все это до однородности и пока отставляю в сторону. 6 белков, яйца среднего размера, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара и от 180 грамм сахара 1/3 примерно я добавляю в белки. Общее количество сахара на весь бисквит 180 грамм. Взбиваю сейчас секунд 30 так до такой пышной пены и добавляю туда сейчас 20 грамм кукурузного крахмала. И взбиваю минуты 2 сейчас всю эту белковую массу, не дольше. Она у нас не должна превратиться в состояние губки, но пики должны быть слегка подрагивающие, чтобы бисквит мог подниматься. Отставляем сейчас в сторону пока белки. Здесь 6 желтков. Желтки ни в коем случае заранее не засыпаем сахаром, чтобы они не покрылись корочкой. Ввожу туда порциями весь оставшийся сахар. И взбиваю желтковую массу не менее 3 минут. Это очень важно, потому что желтки нужно взбивать не меньше, чем белки, а иной раз даже и дольше. 140 мл молока комнатной температуры. Можете слегка теплого молока взять. Просто перемешиваем до однородности. Также я туда добавляю 90 грамм растительного масла без запаха. Все тоже перемешиваем, ничего больше здесь не взбиваем. И сейчас я ввожу туда всю сухую смесь. Все это перемешиваю просто до однородности миксером. Духовка уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Венчики больше мне не понадобятся здесь. И белковую массу я буду вмешивать лопаткой. Такими круговыми движениями. Аккуратно вмешиваем. Она вмешивается очень быстро, потому что у нас уже все ингредиенты добавлены. Проверяю вот так вот большим венчиком, чтобы не оставалось комков. И можно уже заливать в форму. Форма у меня в данном видео 21 сантиметр в диаметре. Если вы будете брать форму без дна, лучше брать 22 сантиметра в диаметре, потому что у меня форма высокая. 8,5 сантиметров в высоту. Выпекать буду на среднем уровне в заранее разогретой духовке без конвекции при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз примерно 40-50 минут. Духовку во время выпекания не открываем. Бисквит очень хорошо поднимается, главное не вынимать его из духовки раньше времени. Вот так он у меня поднялся, то есть полностью на всю форму. Выпекался он у меня около 50 минут в моей заранее разогретой духовке. Немножко он осядет, проверяю его деревянной шпажкой, она выходит абсолютно сухая и чистая. Остудила его до комнатной температуры вот так дном вверх. Когда я уже могу до него дотрагиваться, я сразу же извлекаю его из формы. И сейчас уберу его на несколько часов в холодильник, чтобы он у меня стабилизировался. Это сделать очень важно, потому что мне нужен будет очень ровный разрез у каждого коржа. Убираю сейчас в пищевой пленке, обязательно в холодильник. И в это время приготовлю заварную основу для крема. 350 мл молока я отправляю и довожу до кипения. 150 грамм сахара,
35 грамм кукурузного крахмала и 8 грамм ванильного сахара я сейчас перемешиваю до однородности. Три яйца комнатной температуры весом примерно по 50 грамм среднего размера и 150 миллилитров молока. Все это перемешиваю до однородности и смешиваю все это сейчас с сухой смесью. Однородная смесь должна получиться. И иду сейчас на плиту и буду уваривать это все до закипания. Постоянно помешивая в центре ковшика, я добавляю туда всю крахмальную основу в горячее молоко. И теперь при непрерывном помешивании на умеренном огне в кастрюле с толстым дном я довожу всю эту смесь до кипения. Когда пойдут первые вот такие пузыри, провариваю примерно еще 20-30 секунд и сразу же снимаю с огня. Теперь я добавляю туда 100 грамм темного шоколада, именно не молочного, а темного шоколада. Можно молочный добавить, но вкус не такой будет яркий у крема тогда. Шоколад 50-60% какао здесь. Перемешала все это очень хорошо до однородности. Выливаю сейчас в ту емкость, где крем у меня будет остывать до комнатной температуры. Не до холодного состояния, а именно до комнатной температуры. Накрыв пищевой пленкой, убираю его сейчас. Итак, пока остывает заварная основа для крема, я уже нарезаю бисквит. Бисквит уже отлежался у меня пару часов в холодильнике. Я нарезаю его на тонкие 5 коржей. То есть 4 первых коржа у меня будут в высоту примерно 12 мм в высоту, а 5-й корж у меня будет примерно 18 мм в высоту, потому что я его буду использовать как самый нижний корж у тортика, поэтому он должен быть более широким, потому что так и так под тяжестью торта он просядет, этот самый нижний корж. Шапочку я удаляю, вы можете ее использовать в качестве обсыпки для торта. Коржи я приготовила, и теперь приготовлю быстрый ганаш для начинки, вкуснейший. Здесь у меня 200 грамм растопленного молочного шоколада, 40% какао, 20 грамм сливочного масла, масло быстро растворяется в горячем шоколаде, и добавляю туда 120 мл хорошо охлажденных сливок из холодильника. Таким образом, температура этого ганаша сразу выравнивается. Сейчас обязательно убираю этот ганаш минут на 15 в холодильник, чтобы он застыл до такого стабильного достаточно состояния, и завершаю приготовление крема. 250 грамм сливочного масла размягченного я взбиваю сейчас примерно 3 минуты до пышности. Добавляю туда 2 столовые ложки какао-порошка для выпекания. Все это аккуратно перемешиваю, взбиваю недолго, чтобы просто массы объединились. И примерно по 2 столовые ложки я добавляю всю заварную основу к этой массе и просто прорабатываю миксером, тоже недолго. Добавили всю заварную основу и просто прорабатываем еще раз миксером. Крем готов. Это крем для начинки, это крем не для украшения, сразу говорю. В холодильнике он стабилизируется и будет более устойчивым. Итак, ганаш вот так у меня стабилизировался, то есть больше его охлаждать не нужно. Сейчас сразу приступаю к сборке торта. Для пропитки я беру для всего торта примерно 250 мл молока. Наношу вот так из кондитерского мешка, мне так удобнее, небольшую часть крема, то есть крем весь я поделила на 5 частей. Наношу на каждый корж по части, и 5-я часть у меня останется для уже выравнивания и небольшого украшения. Также ганаш я поделила на 4 примерно равные части и выкладываю вот так в каждую прослойку одну из частей ганаша. Если по каким-то причинам вы не можете купить сливки, рецепт ганаша на молоке я вам напишу. Конечно, на сливках будет гораздо вкуснее, но как вариант напишу вам в описании к данному видео. Итак, собираю весь тортик таким же образом. Крем, ганаш, потом опять крем и корж. Примерно по 3 столовые ложки я использовала крема на каждый корж. Это вам так просто для ориентира. Вы же можете без кондитерского мешка наносить и крем, и ганаш.
Но с кондитерским мешком это гораздо проще и быстрее получается, и ровнее будут все ваши прослоечки. Завершаю сборку торта тем коржом, который был у нас дном при выпекании. Убирала в холодильник примерно на 3 часа я этот торт. После уже холодильника, уже полностью остывший торт, я слегка выровняла остатками крема. Вот так покрываю какао. То есть какао здесь понадобится примерно 20-40 грамм. Это смотря как вы будете посыпать. Используя обычный какао-порошок для выпечки. Торт должен быть полностью охлажден. Завершаю украшение торта, делаю вот такие завитки незамысловатые. Вы же можете этого не делать. Крем у меня оставался. И можете просто посыпать его, измельчив ту шапочку, которая у нас оставалась от выпечки, посыпать его со всех сторон, этот тортик. Я же украшаю его также уже готовыми шоколадными украшениями, и мой торт уже готов. То есть готовится он очень просто. В итоге получается кулинарный шедевр, без преувеличения. Вот так он нежно нарезается. 3 часа он у меня провел примерно в холодильнике. Нарезаю горячим сухим ножом. Если вы его будете убирать на ночь, потом, как и любому торту с заварным кремом на масляной основе, ему нужно будет дать обязательно где-то час постоять без холодильника. Тогда это будет нежнейший и вкуснейший торт. Он и так будет вкусный, но лучше, чтобы крем был вот более такой нежный, как и в любом торте с заварным кремом. Ганаш ни в коем случае внутри не превращается в камень. Он даже после ночи в холодильнике будет у вас прекрасно нарезаться, он не липнет ни к ножу, ни к зубам. То есть ганаш очень хороший здесь, идеальные пропорции для начинки. Вот так он прекрасно надламывается вилкой. Видно, насколько нежный это торт. И даже боком вилки, смотрите, как он надламывается. Очень советую его приготовить. Вкуснейший торт. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.